Сборная Казахстана по футзалу готовится выступить на финальной стадии чемпионата Европы, который стартует в Нидерландах. Капитан команды Лео Игита, пятикратный лучший вратарь мира, дал интервью, в котором рассказал о своей жизни в Казахстане, который принес ему успех в профессиональной карьере. Признался, как отказал сборной Бразилии и даже заговорил на казахском языке. Для тех, кто не разбирается в спорте, я немного расскажу. Мини-футбол или футзал – это футбол по особым правилам, в который играют в зале, как правило, на паркете, но бывают и другие покрытия. От большого футбола такой футбол отличается и мячом, и правилами, и да на самом деле это совсем другая игра, хотя у нее есть очень много общего с большим футболом на траве. Так вот, если в большом футболе Казахстан играет с переменными успехами, в мини-футболе Казахстан это традиционно очень мощный соперник для всех команд мира. Вот Лео Игита, лучший вратарь мира, играет в Казахстане и выступает за сборную Казахстана. Его футбольный клуб «Кайрат» из Алматы является двухкратным обладателем Кубка УЕФА. 3 раза брал на Кубке УЕФА бронзу и однажды серебро. 1 раз был самой сильной командой в мире, взяв Суперкубок мира. 1 раз второй командой мира и 4-кратный обладатель Кубка Еременко. Короче говоря, поверьте мне, казахи в мини-футболе рулят. И Игита тоже рулит. Вот, например, его достижения сейчас вы видите на экране. И я слежу за ним уже давно, и он действительно очень хорош. Его манера игры довольно необычная. Он часто оставляет ворота пустыми и идет забивать голы. И часто, кстати, это делает. И, кстати, многие сейчас пытаются его копировать, исполняя такие футбольные каверы. Но самое интересное, что Лео Игита действительно стал настоящим казахом. Казахстан – моя жизнь сейчас, моя страна. Моя семья здесь привыкла, моя дочка здесь учится. В Казахстане у меня стабильность в жизни, в команде, хорошие отношения. Я лидер, капитан команды. Просто так не уеду отсюда. Нужно какое-то нереальное приглашение, чтобы отсюда уехать. Кайрат, Казахстан. Я хочу и после карьеры здесь жить. Вот так вот говорит человек про страну, которая стала для него второй родиной. Это очень по-честному и очень благородно. Видно, что Лео очень комфортно, и он полностью старается отблагодарить Казахстан за такое гостеприимство своей игрой на паркете. Будем обязательно болеть за Казахстан на чемпионате Европы. Пользуясь случаем, предлагаю Лео собрать свою команду и сразиться на футбольной площадке против нашей любимой команды «Борис». Командой невероятных опашек из Алматы, с которыми, кстати, мы уже сыграли. Если помните, в записи даже сохранилась прямая трансляция этого невероятного матча. Думаю, если такой матч состоится, это будет главный матч 2022 года. Друзья, следующая новость очень хорошая. Димаш вернулся в Инстаграм. И, друзья, я знаю, что многие следят за Димашем не только через YouTube-канал, но и также через Инстаграм. И к разочарованию многих поклонников его творчества, его Инстаграм был недоступен. И это, кстати, вызвало много волнения среди Диерс. Но буквально вчера наш WhatsApp переполнился сообщением, что Димаш вернулся. Сам Димаш написал в Инстаграм: «Дорогие друзья, как вы знаете, мой Инстаграм был заблокирован. Спасибо вам всем, кто переживал. Я очень по вам соскучился. Я благодарю всех Диерс за невероятную поддержку. И хочу сообщить, что 25 марта в Дубае состоится мой первый большой концерт после пандемии. Я вас всех жду. До встречи». Это очень хорошая новость, что разблокировали страницу Димаша, потому что у него, между прочим, 3,6 миллионов подписчиков. Кстати, мы однажды потеряли 2 канала на YouTube, и это было очень неприятно. Конечно, там было не 3,5 миллиона подписчиков, но были очень хорошие материалы, передачи, клипы и многое другое. И это все пропало. Поэтому я волновался за Инстаграм Димаша по-особенному, и я очень рад, что все разрешилось хорошо. Жалко, конечно, что нельзя 2 раза подписаться, не так ли? Премию Грэмми перенесли на 3 апреля в Лас-Вегас. Церемония вручения премии Грэмми состоится в этом году 3 апреля в Лас-Вегасе. Ранее ее перенесли 2-й год подряд из-за ситуации в мире, о которой вы, конечно, все знаете. Церемонию планировали провести 31 января, однако 5 января организаторы заявили о большом риске, с которым может быть сопряжено проведение шоу из-за ситуации в мире. Мы рады впервые привести Грэмми в Лас-Вегас и устроить шоу мирового уровня. С того момента, как мы объявили о переносе оригинальной даты шоу, мы были завалены искренними сообщениями о поддержке и солидарности от сообщества артистов. Так рассказал генеральный директор Академии звукозаписи Харви Мейсон-младший. Организаторы огласили список номинантов на премию в ноябре прошлого года. Джазовый исполнитель Джон Батист претендует на 11 наград. До 8 премий могут получить музыканты Джастин Бибер, Доджа Кэт и Хер. Билли Айлиш и Оливия Родриго претендуют на 7 статуэток в виде граммофона, вручаемые с премией. В прошлом году церемония вручения премии прошла в гибридном формате. Она должна была состояться в январе, однако ее перенесли на март из-за вы знаете каких проблем. Тогда статуэтку Грэмми, кстати, получил красавчик Иманбек из Аксу-Павлодарской области Казахстана за ремикс на песню «Розы». Награду за лучшую запись получила Билли Айлиш. Еще одну статуэтку она получила за песню к фильму о Джеймсе Бонде «Не время умирать», а награда «Альбом года» досталась поп-исполнительнице Тейлор Свифт. За Грэмми стало интересно следить благодаря Иманбеку, и теперь очень хочется увидеть снова в списке номинантов из Казахстана. Ведь Иманбек же доказал нам,
что нет ничего невозможного. Друзья, на этом пока что все. Интересные фильмы сейчас готовим для вас. В эти дни также у нас состоялось несколько встреч. Например, был организован настоящий телемост Алания-Екатеринбург, в котором мы пообщались с прекрасной девушкой Ксенией из фандома «Феникс», которые делают огромный вклад в продвижение творчества Димаша. Пообщались про Твиттер, про Билборд. В общем, получилась очень интересная беседа. И уже в ближайшие дни она появится на нашем канале «Эхо Питера». Так же, как и встреча с нашим большим другом из Америки, инфоартистом Джей Кей, с которым мы уже сегодня обсудим американский музыкальный рынок. И тоже эта беседа скоро появится на Эхо Питера, поэтому переходите туда, подписывайтесь и включайте уведомления, чтобы не пропустить эти выпуски. Но у меня на этом все. Еще раз напомню, друзья, 2022 год обещает быть очень интересным. До встречи. Надеюсь, скоро увидимся.